Добрый вечер, друзья! Вот и завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене, и пора подвести его итоги. Напомню, в 4 прошедших гонках, а это 2 спринта свободным стилем у мужчин и женщин, а также 2 командника, нашим спортсменам удалось завоевать 3 медали по одной каждого достоинства. Золото досталось паре Александр Большунов-Глеб Ретивых в командном спринте. У женщин в аналогичных соревнованиях пара Наталья Непряева-Юлия Ступак завоевала серебряные медали, немного не дотянув до золота. Ну и в спринте бронза у Глеба Ретивых. Большунову немного не хватило для заезда в тройку. Можно ли считать этот этап успешным? Думаю, что да, так как рельеф и состояние трассы чуть менее подходили для таких универсалов, как Большунов и Непряева. И каждое очко, завоеванное в общий зачет Кубка мира, особенно ценно, тем более в отсутствие одних из главных оппонентов россиян – норвежцев. Кстати, Елена Вяльбе неодобрительно высказалась по поводу отказа сборной Норвегии от их участия в этапах Кубка мира и Тур-де-Ски из-за коронавируса. Глава Федерации лыжных гонок России назвала этот демарш норвежцев неуважением как к Международной федерации лыжного спорта, так и к спортсменам. А вот Глеб Ретивых рассказал о том, что отсутствие норвежцев, шведов и финнов в Дрездене, в отличие от швейцарского Давоса, практически не ощущалось. Ему очень понравилась атмосфера праздника, царившая на соревнованиях. Он не исключил возможный неприезд Глеба на чемпионат мира в немецкий Аберсдорф. Сам же он, с его слов, будет готовиться по максимуму. Сергея Устюгова со слов Вяльбе мы сможем увидеть только на этапе Кубка мира в финском Лахти, и то, если будет все в порядке со здоровьем. Рассказала она и о главной мечте тренерского штаба и Александра Большунова – это завоевание им на чемпионате мира золотой медали, которой у него еще нет в копилке. Надо ли говорить о том, что это является также мечтой огромного числа поклонников лыжного спорта в России? Она также отметила хорошее выступление Андрея Мельниченко и Артема Мальцева на первых этапах Кубка мира. 2 слова об общем зачете. Большунов лидер в мужском тотале, у него после Дрездена стало 512 очков, что на 216 больше, чем у Глеба. Пелегрино за счет спринтового тура подобрался к Глеба на расстояние вытянутой руки, и понятно, что его скоро обойдет. В числе 12 лучших 6 россиян. 6-й в тотале Андрей Мельниченко, 9-й Глеб Ретивых, существенно улучшивший свои позиции после Дрездена. На 10-м месте Алексей Червоткин, 11-й Иван Якимушкин, 12-й Евгений Белов. Американка Рози Бреннан, пропускавшая этап в Дрездене, сохранила первую строчку. У нее 377 баллов в общем зачете Кубка мира. Совсем на немного подобралась к ней Татьяна Сорина, относительно неудачно выступившая на последнем этапе. У нее 334 очка. У Натальи Непряевой, которая третья, всего на 6 баллов меньше, чем у Терезы Яхаук. Их у Непряевой 295. Пройди она в финал в спринте, и была бы выше норвежки. Отметим сильный рывок на 5-ю строчку швейцарки Надин Фандрих, героини этапа в Дрездене. Неплохо выступила и также поднялась в тотале словенка Анна-Мария Лампич. Юлия Ступак 9-я со 189 баллами. Ну и напоследок стал известен состав шведской сборной на многодневку Тур-де-Ски, у женщин звездный состав. Там Эбба Андерсон, Фрида Карлсон, Юнна Сундлинг, Майя Далквист и Лин Сван. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.